Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, и у меня для вас последние новости из мира шоу-бизнеса, политики и спорта России. Михаил Сергеевич Горбачев вошел в российскую и мировую историю как последний генеральный секретарь ЦК Советского Союза. Именно он прорубил окно в Европу, и с его помощью мы узнали, что такое свободная европейская жизнь, и смогли дышать полной грудью свободы. Именно Михаил Сергеевич Горбачев превратил маленькую тусклую лампочку Советского Союза в огромную сияющую люстру новой России. Именно Горбачев в 1991 году принял свой последний бой и грудью встал на защиту интересов своей страны. Его яркое, немного простодушное лицо надолго запомнится россиянам, а женщины так полюбили его простую, добрую, немного детскую улыбку. Задор крымского комбайнера навсегда останется в памяти всего российского народа. И уж точно никогда нам не забыть пустые прилавки продовольственных магазинов и водку по талонам. Спасибо тебе, Михаил Сергеевич, за счастливое детство, юность и молодость. К сожалению, в последние годы Михаил Сергеевич стал хворать. Он долгое время жил в Германии, но недавно вернулся на родину, в Россию. Увы, сегодня утром к нам пришла печальная новость с Рублевского шоссе из Калужского поселка, где проживает Михаил Сергеевич. Горбачеву стало худо, и его экстренно госпитализировали в центральную больницу города Москвы. 90-летний правитель мужественно передвигался на костылях и пытался сам сесть в карету скорой помощи. Однако он пошатнулся, и санитары уложили его на специальные носилки. В центральной больнице города Москвы объявили, что у Михаила Сергеевича проблемы с сердцем. Ему экстренно провели физиотерапию. К сожалению, Горбачев потерял сознание. Горбачева попытались ввести в медикаментозную кому, но на некоторое время врачи зафиксировали клиническую смерть. Мы с нетерпением ждем дальнейших известий из центральной больницы. Все россияне как один прильнули к голубым экранам телевизора и ждут свежих новостей о состоянии здоровья Михаила Сергеевича.